Есть несколько вещей, которые делают игру лучшей из лучших, и графика точно не на последнем месте. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. А это 25 игр с лучшей графикой для твоего телефона или планшета. Ставь лайк, если графика — это тоже важно. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Это интересный шутер, в котором вас ждут эпичные командные сражения, как против ботов, так и против реальных игроков. Бои проходят на больших картах с использованием различного вооружения и боевой техники. Перед началом у вас есть возможность выбрать режим, куда можно пригласить друзей, собрав команду. Также есть возможность кастомизации вашего героя. Сами матчи в игре могут проходить в 3 режимах, а графика в игре довольно неплохая, но в то же время позволяет запускать игру на менее мощных устройствах, благодаря оптимизации. Весенняя распродажа проходит не только в Steam, но и на GGSell. Он дарит тебе секретный подарок – доступ к специальной распродаже. Попасть туда можно только по ссылке в описании. Здесь тебя ждут пополнение Steam кошелька с небольшой комиссией, всего 5%, ключи для игр и внутриигровая валюта по низким ценам. А для пополнения введите свой Steam логин и нужную сумму в специальное окошко. Нажмите «Оплатить» и выберите любой удобный способ. GGSell – это целый мир для геймеров. Здесь есть ключи к играм, даже новинки и те, которые не продаются в России, внутриигровая валюта для ПК и мобильных игр, полезные программы, игры и подписки для PS и Xbox, даже доступ к сервисам, которые больше не работают в России. А безопасность прежде всего. Твои деньги не уйдут продавцу сразу. Система сохраняет их, пока ты не проверишь покупку. Если что-то пошло не так, просто отмени оплату, и средства вернутся. Пиши в поддержку, ребята ответят даже ночью и помогут решить любую проблему. Ссылки на распродажу в описании под видео и закрепленном комментарии. Не упусти шанс пополнить Steam с комиссией всего 5%. Такое бывает только на GGSell. Это больше, чем игра. Это целый мир, где паучки поддерживают порядок в доме вместе с нашим героем, милым паучком Силки. Вы будете выполнять забавные задания и открывать секреты каждой комнаты. Исследуйте каждую комнату, поднимайтесь по стенам, создавая сложную паутину. Играйте с сотнями объектов, соединяя их паутиной, чтобы создать уникальный хаос. В игре более 100 заданий. Открывайте для себя разнообразные квесты, от домашних дел до сложных логических задач. Сделайте Силки неповторимым с помощью десятков разных костюмов. Каждая из 7 комнат таит в себе загадки, которые сделают ваше путешествие еще интереснее. И как итог, это прикольная игрушка, где креативность не знает границ. Будь вы любителем спокойного исследования или фанатом веселого хаоса, здесь найдется что-то для каждого. Можешь мне послать привет? Я на тебя подписан с 2019 года. Без проблем. Толян, привет тебе. Игра, которая не оставит равнодушными любителей реалистичных разрушений авто. Вас ждут невероятно просторные локации, трамплины, рампы, ловушки и самые разные преграды, способные превратить ваш автомобиль в груду бесполезного металла. Кроме того, в игре присутствует грязь и вода, что делает ее еще более правдоподобной. Выполнение заданий приносит бонусы и вознаграждение за достижение целей, и потратить их можно будет на свою тачку. Крутой шутер от первого лица. В игре вы будете принимать участие в динамичных сражениях в реальном времени. Играть можно как одному, так и с друзьями или случайными игроками. Ко всему прочему, поддержка кроссплатформенности позволяет наслаждаться игрой не только на мобилке, но и на консолях, а также на ПК. А действие игры разворачивается в 2035 году, где главный герой является солдатом элитного подразделения спецназа. Вы будете путешествовать по самым горячим точкам и выполнять опасные поручения, спасать заложников, уничтожать тиров и зачищать территорию от врагов. Действовать придется не в одиночку, так как игра является тактическим шутером. То под вашим командованием окажется отряд умелых воинов. Отряд состоит из бойцов разных классов. Это разведчик, инженер, поддержка и штурмовик. Есть большой выбор оружия, интересные миссии, возможность прокачивать героя и его навыки, а также тактические элементы. К особенностям игры можно отнести кроссплатформенный геймплей, тактические элементы и большой арсенал вооружения. Тут
можно управлять разнообразными типами самолетов, включая авиалайнеры, вертолеты, бизнес-джеты и даже истребители. Вам придется летать по фотореалистичным пейзажам, исследовать мир авиации через детализированные кабины и проработанные системы самолетов. Одна из сильных сторон игры – это возможность полетать не только на гражданских самолетах, но и на более экзотических моделях, включая исторические и военные машины. К тому же доступны такие функции, как динамичное освещение, настройка погодных условий и вариантов полетов. Мы сможем изменять время суток, регулировать скорость ветра и управлять турбулентностью, что еще больше увеличивает реализм происходящего. Это у нас Assassin's Creed Mirage. Вы выступаете в роли Басима, изобретательного уличного вора, которого мучают страшные видения в поисках ответов и справедливости. Басим оставляет Багдад и присоединяется к древнему ордену ассасинов, овладев их тайными ритуалами и мощными учениями. Он развивает свои уникальные навыки, раскрывает свою истинную сущность и осознает новый символ веры, который изменит его судьбу так, как он и не мог предположить. Это довольно захватывающее путешествие, которое обещает подарить множество незабываемых моментов. Вообще очень классно, но и как обычно доступно только для Apple девайсов. Продолжение необычной стратегии с пошаговыми битвами и эпичными приключениями. Вы застанете конец одной эпохи и начало другой, когда свет гаснет и возрождается во тьме, чтобы увидеть совершенно новый мир. Действие игры разворачивается сразу после разрушения всех связей главнокомандующего со своими подопечными. Он решил отправиться в прошлое, где располагаются зараженные зоны. Путешествие оказывается не из простых. На пути оказывается множество роботов и самых разных людей. Все они уникальны, отличаются своей историей и могут помочь нашему командиру в осуществлении его плана. Сражение проходит в пошаговом формате с элементами РПГ, где нужно использовать доступные укрытия, пользоваться преимуществом ландшафта, а каждое оружие можно модернизировать и украшать, и тем самым делая его уникальным. К особенностям игры можно отнести большой выбор персонажей и навыков, десятки видов оружия и прокачки способностей, и довольно простое управление. Эта игрушка погружает нас в мир дрифт-культуры. Мы сможем пройти 5 уникальных этапов, каждый из которых расскажет о становлении дрифта, от его зарождения в 80-е до современной популярности. Игра предлагает нам освоить стиль вождения, улучшить свои навыки, а компания раскрывает не только технические аспекты дрифта, но и атмосферу, которая окружает спортсменов и фанатов в разные эпохи. Собирая свою коллекцию авто, эти детали позволяют создавать настоящие шедевры, которые будут сочетать стиль и скорость. В игре нет предела для фантазии. Каждый элемент можно настроить, будь то двигатель, трансмиссия или подвеска. Одним из самых ярких элементов игры является возможность участвовать в чемпионатах, где предстоит сразиться с компом, который адаптируется под ваше вождение. Для любителей креатива в игре есть редактор конфигурации, который позволяет создавать свои собственные трассы. Очень крутой хоррор с интересной историей. Вы будете играть за девушку по имени Роза. Она является детективом полиции, которая расследует страшные преступления и самостоятельно занимается изучением всех улик и локаций. На этот раз девушка очнулась в неизвестном месте и встречает неизвестную женщину по имени Ноа. Она предлагает ей сделку, отказаться от которой будет просто невозможно. Игра предлагает более глубокий и детально проработанный сюжет, озвучку персонажей, а сам же ремастер может похвастаться адаптивным управлением, новыми способностями, реакциями главной героини, улучшенным управлением и новым игровым режимом. И это, правда, очень классный хоррор. Кто еще не играл, очень советую. Одна из самых интересных королевских битв, где нет оружия, а в качестве персонажа выступают разноцветные бобы. А отсутствие оружия не обозначает, что мы не сможем навредить другим игрокам. При этом выбывание проходит в момент прохождения самых необычных карт. В каждом матче участвует до 60 человек, которые всеми силами пытаются оказаться в тройке лидеров. Каждый забег выполняется в виде разных испытаний. Заданий достаточно много, и большинство из них потребует хорошей реакции и внимательности. Помимо прохождения препятствий, можно принимать участие в командных соревнованиях. Например, нужно перетащить все яйца в определенный угол
или же доставить огромный шар до указанной точки. Команда, которая проиграет, автоматически выбывает. Испытаний и видов заданий достаточно много. Все они способны проверить вас на внимательность, ловкость и скорость реакции. Победы приносят игровую валюту, которую можно будет потратить в магазине на приобретение крутых скинов. Их много, отличаются они своим разнообразием и стилем. В целом, кто еще не играл в Fall Guys, тем более на мобилке, советую поиграть. Это эпичная игрушка с элементами выживания. Здесь вы окажетесь в 2040 году, где нашу планету практически невозможно узнать. Радиоактивные отходы покрыли большую часть всех земель, отчего погибло почти все человечество, а оставшимся в живых приходится выживать в ужасных условиях. Как и во всех РПГ, перед началом игры вам предстоит создать персонажа с уникальной внешностью, после чего вы сразу же оказываетесь в огромном опасном мире. В вашем распоряжении будет изначальный комплект экипировки в виде кирки и провизии. Постарайтесь быстрее построить убежище и начинайте добывать разные ресурсы, материалы и продукты для пропитания. Для этого исследуйте ближайшие территории, находите секретные места и общайтесь с остальными выжившими, чтобы помогать друг другу и выполнять небольшие квесты. Однако стоит быть осторожным. На каждом шагу может встретиться дикий зверь или опасный монстр. На этот случай стоит вооружиться. Локация имеет достаточно большие размеры и потребует немало времени, чтобы исследовать каждое укромное место. Вы когда-нибудь чувствовали, что правду можно отключить, как свет в баре? Добро пожаловать в игру, где ложь – это искусство. Садитесь за стол с друзьями до 4 человек и начинайте мастерски врать, обманывать так, что даже самый внимательный не узнает правды. Дополнительные карты вносят суматоху, как неожиданная вспышка смеха в самый неподходящий момент. Если было, ставь лайк. Тусклый свет в баре, карты на столе и взгляд каждого игрока, будто вы уже герой криминальной драмы. Если бы эта игра была учебником, его бы называли «Как врать так». В общем, любите азарт, блеф и атмосферу кинца, тогда эта игра точно для вас. Это Снайпер Элит, действие которого происходит во Второй мировой, где вы сможете исследовать большие уровни с разными целями и скрытыми элементами. Игровой процесс акцентирует внимание на реалистичной стрельбе, учитывая такие факторы, как ветер, гравитация. Игра также предлагает обширный арсенал оружия, глубокие варианты настройки для навыков и оборудования, а также интересные механики передвижения, позволяющие вам стратегически перемещаться по окружению. Игрушка уже доступна и, как всегда, только для Apple девайсов. На Android ждем и надеемся. Лайк, можно видео? Вопрос от меня. Какие ты любишь игры? Братишка, как ты уже, наверное, заметил, это по большей степени экшен-игрушки. И, кстати, было бы интересно узнать, какие жанры игры предпочитаешь и ты. Напиши в комментариях, будет интересно почитать. Это интересная игрушка, в которой вам предстоит выживать на земле будущего, захваченной пришельцами. Исследуйте футуристический мир, сражайтесь с врагами и используйте любые методы для выживания. Охотьтесь, собирайте ресурсы, готовьте еду, очищайте воду и следите за своими физическими показателями. Создавайте полезные предметы и транспортные средства, а также объединяйтесь с другими игроками, чтобы вместе сражаться с гигантскими боссами и обустраивать остров. Присоединяйтесь к битве за возрождение Земли. К особенностям игры можно отнести интересная сюжетная линия, огромный открытый мир, большой арсенал и различные PvP и PvE режимы. Танковый шутер с битвами в реальном времени, реалистичной физикой и большим выбором военной техники. Каждый бой по-своему уникален, ведь вы будете использовать все доступные технологии и вооружения, включая ПВО, артиллерию, вертолеты, дроны и многое другое. Перед началом сражения следует выбрать технику, начиная машинами времен Холодной войны и заканчивая современными прототипами. А вся военная техника может быть модернизирована. Можно выбрать оружие, броню и настраивать мощность двигателя. Попробуйте подобрать идеальную комбинацию и создать максимально сбалансированную технику, что позволит быстро передвигаться по полю боя, выдерживать попадения вражеских снарядов и умело расправляться с противниками.
А это у нас симулятор рыбалки с довольно качественной графикой, в которой вас ждут 12 реально существующих локаций для ловли рыбы в 6 городах мира. Это Варшава, Париж, Оттава, Нью-Йорк, ну и так далее. В игре большие возможности по выбору снастей и экипировки настоящего рыбака, разнообразная местность и погодные условия. Ловите рыбу различных видов и размеров на самые разные приманки и принимайте участие в увлекательных рыболовных турнирах. Это гоночная игра с невероятно быстрыми заездами на суперскоростных болидах. Здесь вас ждут несколько разнообразных режимов, где победу смогут одержать не только самые быстрые, так как во время заезда нужно учитывать десятки аспектов. Но, конечно же, скорость вашего транспорта играет самую главную роль. Также в одиночных компаниях есть масштабный чемпионат, где нужно пробиваться в лучшие позиции среди гонщиков, чтобы получать ценные награды. А в многопользовательском режиме можно погонять с другими игроками в дуэлях или же обычных гонках, где одновременно могут принять участие до 20 машин. Во время гонки для реалистичности есть возможность заезжать на пит-стопы, а также для большей эффектности вы сможете переключать камеру в 5 разных позициях. Это симулятор оффроуда с открытым миром. Ваша миссия будет заключаться в перевозке предметов из одного места в другое. Но будьте готовы к тому, что на вашем пути будут встречаться разные типы местности, и вам нужно будет справиться с ними. Если вы всегда мечтали научиться водить грузовик по грязи, то эта игра создана специально для вас. Она научит вас всем необходимым навыкам. Вам придется разобраться с разными препятствиями, с которыми вы столкнетесь на своем пути. Если вы сможете преодолеть все эти преграды, то достигнете своей цели. Не забывайте следить за топливом в баке. Также очень важно уметь переключать передачи грузовика, чтобы преодолевать разные виды местности. Будьте внимательны и настойчивы, и тогда вы сможете добраться до финиша. Этот темный мир окутанный отчаянием, наполненный демонами, стремящимися к разрушению. Король, когда-то охранявший мир от этого зла, исчез, оставив своих подданных на произвол судьбы. Ваше путешествие начинается именно с этой катастрофической ноты, и только вам решать, как справиться с угрозами окружающими ваши земли. В этой игре вы сможете собирать уникальную команду друзей, основанную на разных профессиях, что придает каждому вашему приключению неповторимый оттенок. Ваши персонажи обладают особыми навыками, которые могут кардинально изменить ход сражения. При этом игрушка предлагает довольно высокий уровень сложности. Это довольно интересная игра, в которой вы должны будете работать охранником и решать, а кому стоит вернуться домой. А работа непростая, но очень интересная, учитывая огромное количество разнообразия персонажей, которые будут пытаться пройти в клуб, а вы как охранник должны выдавать разрешение, либо запрещать. В левом углу экрана отображаются условия, при которых персонаж может пройти внутрь. Например, обязательное наличие ковбойской шляпы, очков и прочих аксессуаров. Не должно быть посторонних запахов, татуировок на лице и прочего. В вашем распоряжении окажется огромный набор инструментов. При желании можно вступить в словесную или физическую перепалку. Но не будьте в себе так уверены. В случае проигрыша вас могут уволить. В целом прикольно и интересно, поэтому советую поиграть. Это отдельное ответвление истории, где нам придется узнать больше о мрачном городе и вместе с этим о прошлом самого героя. Отправляйтесь в мрачную тюрьму Блэкгейт, которую охватило пламя восстания. Теперь бывший заключенный диктует здесь свои правила. Пробирайтесь сквозь мрачные локации, кишащие с жестокими врагами. Используйте все способности легендарного Бэтмена. Несмотря на портативный формат, игра сохранила свои яркие черты. Любимых героев, удобную боевую систему и другие механики оригинала. Переживите вместе с Бэтменом ключевые события истории, применяя свои боевые и детективные навыки. А интересный геймплей открывает даже доступ к знаменитым гаджетам Бэтмена, которые можно прокачивать по мере прохождения. Это версия для PSP, а инструкция, как поиграть на телефоне, будет у меня в телеграм-канале, а ссылочку найдешь, как всегда, в описании. Это крутой порт уже культовой игры. Вас ждут почти 100 видов динозавров, которых можно приручить и использовать для своих целей. Например, они могут стать вашими верными спутниками или даже помочь в борьбе с врагами. Это масштабное переиздание, которое вышло не так давно, полное опасности, открытий и тысячи часов интересной игры. Перед великими делами нужно освоиться в мире. Исследуйте его, собирайте ресурсы и стройте свой дом. А стройка игра тут это самая важная часть. Как итог, построй дом, найди еду, начни крафтить, и тогда ты точно выживешь в этом мире.
Игрушка, которая просто офигенно напоминает The Last of Us. Но здесь не только бегаешь с острым ножиком. Тут еще надо будет обыскивать дома. Каждый дом в поисках еды и других полезностей. В общем, это как путешествие по супермаркету после зомби-апокалипсиса, только в игровом формате. Но вот небольшой минус, пока игрушка только на английском языке. Но я уверен, что у вас хватит смекалки, ну и знаний, чтобы раскрыть все секреты игры, даже без перевода. В целом очень круто, поэтому советую поиграть. Это научно-фантастический шутер с красивой графикой. События игры берут свое начало в 2036 году, где наша планета сталкивается с параллельным миром. Вы, наряду с другими бойцами, по изучению сверхъестественных объектов, выдвигаетесь на поиски причины возникновения аномалий. Главная героиня столкнется с невиданными монстрами, над которыми ей придется одержать верх. Используйте не только меч, но и специальное умение. Также тут есть кастомизация, позволяющая наделить персонажа уникальным стилем и набором навыков. В этой игре вас ожидают зрелищные авиасражения на реактивных истребителях, реалистичная физика управления, десятки разных карт с целыми городами и возможностью посоревноваться за звание лучшего пилота с игроками со всего мира. В игре представлено более 100 моделей самолетов, которые можно улучшать, самостоятельно оборудовать разные ракетные установки и систему защиты. Меняйте внешний вид вашего истребителя, выбирайте нужную расцветку, значки, камуфляж и отправляйтесь покорять воздушные просторы. На каждой из локаций вас поджидают новые опасности в виде враждебных истребителей, линкоров, и в целом это довольно интересный симулятор. Мне понравился, поэтому советую поиграть. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это игрушка от Tencent. Что-то вроде файтинга, некой истории. Выглядит, правда, очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий, чтобы попасть в следующий ролик, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.